Всем привет! У нас прогноз на первую половину августа для знака зодиака Весы. Мы посмотрим по всем сферам жизни: любовь, отношения, работа, карьера, бизнес, финансы. Получим совет, предупреждение от Таро. Также посмотрим сюрприз или неожиданность на Ленорман. Что ожидает представителей знака зодиака Весы в первую половину августа? Что у вас будет происходить в начале августа? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта: у кого есть отношения или брак. Вторая: для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость, что будет происходить у вас. И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 15 дней? И совет или предупреждение от Таро. На дне колоды у вас старший аркан Луна. Луна — это интуиция, это подсознание. Еще это карта материнства. У кого-то из весов может быть вот семерка — это ожидание потомства. Может быть, у кого-то в конце этих 15 дней произойдет уже рождение малыша. Конечно, Луна может говорить о периоде нестабильности, когда у вас будут очень повышенные эмоции. Может быть, из-за чего-то вы будете переживать. Но здесь вот в работе, в бизнесе и в финансах, да, здесь какие-то сложные обстоятельства. Тут резкое выяснение отношений. Тут вот война с кем-то даже. Но еще, может быть, Луна говорит о творчестве, о вдохновении. Да, это вот по Луне, когда друзья нам кажутся врагами, а враги друзьями. Это спутанность сознания. То есть вот Луна, она от нас все скрывает, как бы вуалирует. Может быть, по пятерке вы здесь кого-то в чем-то будете подозревать. Ну вот Луна говорит, да, может быть, это вот наваждение, но все-таки прислушивайтесь к своей интуиции. Вот внутренний голос вам что будет подсказывать, полагайтесь на него. Потому что все-таки у нас Луна несет неустойчивость в характере. Может быть, вы будете с кем-то очень эмоционально разбираться. Может быть, кого-то неправильно поймете. Это может привести к конфликту. Также в любви, в отношениях, здесь жрица легла, может быть, какие-то подозрения, что у вашего благоверного или благоверный кто-то завелся. Но это, вот эти две карты, конечно, это ожидание рождения. Да. Хорошо, давайте мы достанем Ленорман, потом еще вернемся к этой карте. Сюрприз, неожиданность, Весы, первая половина августа. Да, смотрите, в начале августа у вас семерка пентаклей. Это ожидание результата. Да, у кого-то, может быть, это связано, например, с работой, бизнесом. Это когда мы куда-то вкладываемся, это наш тяжкий труд. Вот мы взращиваем вот это дерево и ждем отдачи. Может быть, это что-то связано, например, с каким-то проектом. Но по семерке тут или задержки, как бы, может быть, еще какая-то ситуация не созрела. Нужно просто набраться терпения и ждать. Да, вы прибыль-то свою получите. Здесь кто-то ждет разрешения какой-то, может быть, финансовой ситуации, не знаю, может быть, кто-то ждет получения наследства, например. Или кто-то, вот, и, как я говорила, у женщин, это ожидание появления малыша. Это беременность. Может быть, кто-то ждет решения вопросов, например, с недвижимостью. Может быть, вы там подали документы на ипотеку и ждете одобрения. Потому что вот жрица — это тоже ведь ожидание.
Пока это скрыто от вас, это тайна. Получится или не получится. Ну, десятка пентаклей легла, да. Она говорит, самое главное, не переживайте, не... Да, здесь что-то может быть... Луна, это связано с любовным треугольником. Вот у кого-то может быть тайная связь, да. Это подозрение, это переживание, это эмоции. А может быть, еще это вот все-таки дьявол, это материальный мир. Это какое-то очень ваше желание, к которому вы привязаны. Но это что-то идет из прошлого. Может быть, реально кто-то здесь ждет реализации какого-то, может быть, наследства. Да, девятка у нас. Это получение наследства. Но какие-то известия вы получите, наверное, вот все-таки в конце этих 15 дней. Это вот наследство, да, это... Ну, для кого-то это наследство, для кого-то это решение вопросов с жильем, может быть, как я сказала, одобрение ипотеки. Может быть, здесь еще вам пообещали, например, помощь от семьи, от родителей, чтобы вы смогли приобрести свое собственное жилье. Потому что вот здесь вот крест показывает окончание какого-то сложного периода в вашей жизни. Это может быть связано и с любовными отношениями, может быть, это связано с финансовыми трудностями. Но здесь поддержка, поддержка от какого-то ресурсного человека. Это может быть ваша мама, отец, там, ну, родители. Чтобы вы смогли дальше двигаться к своей цели. То есть это испытание, которое вы можете преодолеть по медведю. Это использовать все свои ресурсы, возможности, свою силу, упорство. Или, может быть, обрести какого-то покровителя. Но здесь по этим картам я больше скажу, это какой-то ваш близкий, то ли родственник, то ли друг. Но человек ресурсный. И он поможет вам решить сложные вопросы. Давайте тогда уточним жрицу для тех, кто в отношениях или в браке. Да, это может быть ожидание беременности. Это может быть ожидание решения вопросов вот с жильем, с наследством, с недвижимостью. Но также эта карта может показывать тайную связь. Давайте мы уточним. Что-то связано с наследством, с домом. Да, какая-то энергозатратная ситуация. Но она уже подходит к отцу. Тут вам просто карта говорит, воспринимайте эту ситуацию немного легче. Не драматизируйте ее. Ну, вообще двойка пентаклей – это легкость бытия. Если вы состоите в тайной связи, и вам по десятке уже тяжело. То есть вы понимаете, что как бы есть человек в вашей жизни, и в то же время его нет. Это уныние, это когда человек чувствует оставленным себя со всеми своими заботами. Может быть, семерка говорит, вы ждете решения этого вопроса. Но пока, вот по двойке, да, вы хорошо проводите время. Вам же хорошо вместе. Так, давайте мы совет, что ли, вам посмотрим. Сила. Да, две карты тяжести, десятка жезлов. Какая-то сложная ситуация и сила, к которой вы приложили уже очень много сил, энергии. Если у кого-то роды и вам очень тяжело вынашивать, то есть тяжело ходите последние дни, то карта говорит, что вы справитесь. Да, у вас получится и родить здорового малыша. Наверное, по двойке пентаклей она еще говорит, больше отдыхайте. Да, не нагружайте себя сейчас никакими обязанностями, посвятите вот эти 2 недели себе, тем более, если вы дохаживаете вот до рождения малыша. Ну, а для тех, кто пытается получить наследство, может быть, а здесь карта говорит, что нужно еще вот приложить силы, чтобы вот закончить какой-то процесс. Если это одобрение ипотеки, получение, да, вот для своего собственного жилья, тут карта говорит, если вы понимаете, вот взвесьте свои ресурсы, что вам не хватает, то здесь нужно обратиться к семье. Да, поддержку, помощь вы получите. Здесь вот по-любому, если у вас вот двойка пентаклей совсем сложно с финансами, то какой-то ресурсный человек поможет вам выйти из этого, может быть, закрыть какие-то кредиты по десятке, да, вот отдать долги, что-то такое, что вы на себе тащите, ну какая-то очень неподъемная ноша.
Да, как бы карта говорит, вы справляетесь, но уже на грани. Тогда рассчитывайте, ну, хотя бы обратитесь к кому-то. Есть человек, который вам поможет. Так, ну, здесь у всех по-разному, вы смотрите по своей ситуации. Для тех, кто в поиске любви, старший аркан Иерофант. Знаете, вот я, конечно, сейчас уточню. Иерофант все-таки это наш род, это наша семья, это какие-то устои. Здесь, например, если меня смотрят люди не христианской веры, мусульманской, да, вас могут родители, то есть как бы найти вам избранника. Потому что десятка все-таки это смена статуса. Это вы, если вы были холостой, холостая, то вы становитесь в отношениях. Четверка может говорить, как бы предупреждать вас о вашей избирательности. То есть вас, может быть, с кем-то знакомят, но как-то вам все не нравится. Это вот карта говорит, может быть, вы не видите новых возможностей для знакомства, для обретения партнера, любви, но оно где-то вот рядом. Кто-то вам этот кубок протянет. Иерофант это может быть духовный наставник, это, как я сказала, родитель, учитель, преподаватель. Так, давайте мы уточним. То есть вот эта карта это одобрение родителей. Но вы-то ищете, и вот здесь вот карта матери или родителя, верного вам человека, родственника. Крест это окончание тяжелого периода, может быть, периода одиночества. Давайте мы уточним. Да, у меня была мысль, что здесь еще, может быть, у вас выбор будет между двух людей. Вот медведь и собака. Медведь это может быть человек старше, собака может быть человек моложе. Но еще здесь может быть люди, которых вы уже знаете. Может быть, это начальник на работе или коллега. Может быть, вы на этого человека как-то по-другому посмотрите в эти 15 дней. Двойка это или выбор, или это нерешительность. Вступать, не вступать в новые отношения. Вот четверка в предупреждении говорит, что нужно выходить из каких-то старых программ, из старых обид. Посмотрите тут на новые возможности. Вот, то есть, если кто-то вам нанес рану, кто-то, может быть, с вами некрасиво поступил, вот карта говорит, сейчас у вас появится возможность наладить свою личную жизнь. Самое главное, вы должны просто обратить внимание на те предложения, которые дает вам Вселенная. Ну и, конечно, решиться на это, на новые отношения. Ну, здесь решать вам. Ну, во всяком случае, в конце 15 дней вы, как я сказала, можете поменять статус. Хорошо, работа, карьера, бизнес. Здесь ложится пятерка мечей. Здесь могут быть сложности с начальником, недопонимание, конфликты, ссоры, разбирательства. Вообще пятерка мечей это карта войны. Но она говорит, победителей здесь нет, как бы все будут чувствовать себя побежденными. Потому что если вот этот конфликт разрушит вашу работу или бизнес, в горячке-то вы, может быть, да, поругаетесь, потом вы можете сожалеть об этом. Вот сожалеть, расстраиваться и искать пути для того, чтобы помириться. Так, конечно, вот по этим деньгам здесь могут быть какие-то очень крупные финансовые потери. Может быть, реально вот из-за конфликта с кем-то. Но вот собака говорит, что есть человек, который вам поможет. Вот может быть, как я говорила уже, да, вот десятка пентаклей, это может быть друг, который для вас уже как член семьи, или это ваши домочадцы. Давайте уточним пятерку мечей. Опять двойка. Здесь еще знаете, что вот в работе вы хотите что-то воплотить. А вам, например, бизнес-партнер или коллега, или начальник говорит, что нет, это уже старые, устаревшие методы, давай это сделаем по-другому. То есть вот эта вот четверка вас предупреждает. Не действуйте вот так сгоряча, как вы привыкли, а все-таки вот обдумайте какое-то новое предложение. Может быть, вот для реализации каких-то проектов, замыслов, начинаний вам нужно будет действовать как-то по-другому. Да, вот здесь вот слушайте свою интуицию.
Может быть, конечно, еще по пятерке кто-то на работе как-то против вас будет действовать, не знаю, может, какие-то интриги, наговоры, сплетни. Это вот мышиная возня за вашей спиной. Но здесь вы эти трудности преодолеете, может быть, даже это начальнику будут на вас, ой, прошу прощения, начальнику будут на вас что-то наговаривать. Но здесь вас кто-то поддержит, или коллега на работе, или какой-то друг. Да. Самое главное, карта говорит, вот, да, внутренний голос, не конфликтуйте, иначе может быть полный разрыв, потом будете искать пути для примирения. Но тут, может быть, что-то касается относительно денег. Конечно, крест, как правило, показывает кармические отношения. Это могут быть кармические отношения с тем человеком, с которым вы здесь будете конфликтовать. Это может быть и родственник, и друг, или это начальник. Так, хорошо. А для тех, кто в поиске работы, да, вы знаете, вот по девятке у вас есть удачный шанс найти хорошую работу, или шестерка — это что-то из прошлого. Это могут быть помощь от друзей детства, одноклассников, одногруппников, коллег на работе, может быть, с кем вы раньше трудились. Может быть, это член вашей семьи. То есть, как бы карта говорит, поднимите старые связи, обзвоните старых знакомых. Может быть, кто-то вам посодействует, что вы найдете работу. Но еще это воплотить в жизнь какие-то старые проекты, которые вы, может быть, отложили на потом. Может быть, не было ресурсов, времени. Вот сейчас вы их можете воплотить в жизнь. Но это что-то для вас очень важное, необходимое. Именно связано с профессией. Девятка, вот удачный шанс, да? Это тоже все карты перепутала. Да, здесь была Луна. Может быть, это Луна, это что-то вот с творчеством. Ну, также Луна может показывать нестабильность в работе, да. Тут тоже вот нестабильность и тоже интуиция и подсознание. Поэтому, если что-то хотели воплотить, вот на кого-то вы можете положиться, кто-то вас поддержит. Ну, тут десятка говорит, это смена статуса, когда вы не работали, стали работающим человеком. Здесь по десятке может быть влиться в чей-то частный бизнес, начать семейный какой-то бизнес. Но еще это нахождение работы в какой-то крупной компании, корпорации. Это может быть что-то связано с государством. И по деньгам рыцарь может говорить, все-таки это ваша карта. Это стремление что-то начать, что-то воплотить. Это то, что вы давно продумывали, о чем вы как бы грезили. Для кого-то по деньгам может быть неожиданный звонок, и вам нужно будет сорваться куда-то в дорогу. Но так как мы смотрим деньги, это может быть получение известия, например, что вам оставили наследство, или это командировка, а может быть еще рыцарь — это отправиться куда-то в дорогу кому-то на помощь. Ну, также это конфликт из-за денег, может быть, вот на работе. Хорошо, в конце этих 15 дней у вас ложится десятка пентаклей. Ну, эта карта связана с нашим домом, с семьей. У кого-то решается вопрос с недвижимостью, кто-то может получить наследство. Но я уже озвучила, да, смена статуса. То есть это когда мы переходим от одного этапа нашей жизни к другому. То есть из холостяка в брак, из безработного в работающего, из зависимого в самостоятельность. Но еще здесь смена доходов и социального положения. Ну, а еще она говорит о доходе, о стабильности, благополучии в вашем доме, в вашей семье. Да, ну и о прибавлении, конечно, члена вашей семьи. Хорошо, совет предупреждения, да, карта говорит, если вам что-то в эти 15 дней будут предлагать, вот четверка что, да, вот все плохо, все, ничего мне не нравится, ничего мне не подходит, а вам появляются какие-то предложения, но вы их вот в таком состоянии, что нет, у меня ничего не получится, вы их отвергаете. Вот здесь карта говорит, да, может быть и проект, работа, а может быть и новые знакомства. Поэтому посмотрите, что вам будет предлагать Вселенная. Хорошо, совет для вас. Веканский оракул, весы. Первая половина августа. Совет для весов. Первая половина августа.
прямая сейчас. Бабочка у нас это тоже трансформация. Это переход. Не стоит сейчас принимать решение, просто позвольте потоку времени медленно проплывать мимо вас. Увидьте красоту всех вещей, которые окружают вас, и живите настоящим. Мир вокруг вас полон чудес, которые лишь ожидают, когда вы их заметите. Хорошо, еще у нас совет от оракула «Магические врата». Весы, первая половина августа. Внутренний свет. Мой свет озаряет мир. Сейчас я вам зачитаю. Свечение внутри вас расширяется. Оно несет людям свет и освещает тьму. Ваш свет – это священный маяк, притягивающий к вам все изобилие и поддержку Вселенной. Вот так у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего.